Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня поговорим о самолюбии, и мне почему-то кажется, что то, что я вам скажу сегодня, вам не очень понравится. Но будем пробовать. Итак, когда мы говорим о том, что нам больно, нам понятно, когда нам физически больно. Например, мы порезали палец ножом. Но боль бывает не только физическая, но и психическая, психоэмоциональная боль, когда болит что-то внутри, а физического контакта ни с чем не было. Ну, я не говорю, когда болят внутренние органы, когда мы болеем, а вот именно это душевная боль. Давайте разберемся, что это за боль и от чего зависит ее интенсивность. Итак, когда я порезала палец ножом, то, сообщая о этом событии кому-то, рассказывая, я говорю: я порезалась. И в этом «я порезалась» у нас нету виноватых. То есть «я порезалась» — это как будто случайность. Но как только я сформулирую, рассказывая об этом событии, как я себя порезала ножом, появляюсь я, и появляюсь я как причина. То есть как будто что-то внутри на эту фразу «я порезала себя ножом» начинает пристально смотреть в сторону этого «я», которое порезалось. Или же «ты порезал меня ножом». Бывает, знаете, случайно человек дает нож, и ты берешься, порезался. Или же человек что-то резал, а ты захотел что-то взять. И ты говоришь: ты порезал меня. То есть у нас находится виноватый, у нас находится причина. И наш зверь, наш инстинкт самосохранения начинает смотреть на этот объект уже как будто совсем другими глазами. Только что он был нейтральным, а теперь он становится угрозой. И даже когда это я сама порезалась, я сама для себя угроза. То есть, видите, наша психика как будто разделена на инстинкт самосохранения и человеческую часть. И наш инстинкт самосохранения, он как бы атакует личность, говоря ей: это опасно. Или же внимание, обрати внимание. То есть, когда мы испытываем боль без физического контакта, я предлагаю вам такую гипотезу: мы атакуем себя сами. Я думаю, что многие возмутятся, скажут: ну как это, если он назвал меня каким-то плохим словом, как это я сама себя атакую, это он меня атакует. Поэтому разберем на примере и будем идти за логикой. Например, вам кто-то говорит: ты в этом вопросе некомпетентный. Ты в этом вопросе некомпетентный. Я попрошу тех, кто ведет конспект, записать эту фразу, потому что здесь важны все слова. Тут не надо ничего менять. Ты в этом вопросе некомпетентен. И моя реакция на эти слова, то есть боль, которую я начинаю испытывать, зависит от многих факторов. Например, если я психолог, и мне говорят, что я некомпетентна в том, как прокладывать проводку, когда проводят свет. И эти слова, они вызовут у меня меньше боли. Ну, несомненно, есть люди, которые вообще не могут слышать о своей некомпетентности, им все равно, по поводу чего им это говорят. Но это тоже такой другой случай. Итак, если я психолог, и я некомпетентна в электричестве, как оно прокладывается, как оно функционирует, то я испытаю немного боли. Но если мне говорят: ты некомпетентна в психологии, то количество боли, которые я испытаю, будет гораздо больше. То есть, если мы следуем моей гипотезе, то, что меня атакуют, начинает атаковать сильнее, как бы более громко
предупреждая меня об опасности. Добавим еще один фактор. Мне говорят, ты некомпетентна, например, в личной переписке. Или же мне это говорят, ты некомпетентна в публичных соцсетях, например, в ветке с комментариями. Или же у нас идет собрание, там, коллеги, и кто-то на этом собрании мне в лицо заявляет, ты некомпетентна. Согласитесь, что в личной переписке эмоционирование на эту фразу будет меньше, чем в присутствии других. И многие этим пользуются, потому что в личной переписке сдача может быть меньше, а публично человек побоится, и поэтому атаковать проще. Но это тоже другая тема. Вернемся к тому, что болит. Итак, я испытываю боль. И боль – это разная по величине. То есть у меня есть внутри какая-то система координат, мое мировоззрение. И если эти слова не вступают в конфликт с этой системой координат, то как будто моя реакция на них меньше. То есть, если в моей системе координат нормально быть некомпетентной в том, как проводить электричество, то эти слова не вызывают у меня никаких эмоций. Но если я получаю это сообщение о своей профессиональной деятельности, с которой у меня связана идентичность, от которой зависит моя жизнь, мой статус, мой авторитет, мой заработок, мое самоутверждение, то моя система координат начинает искрить больше. Когда я говорю о системе координат, о мировоззрении, я говорю об идентичности. То есть это тот образ, с которым мы себя ассоциируем. Фактически человек, который говорит о том, что я некомпетентна, он как будто нападает и на мою систему координат, и лично на меня. Но это нападение, эти слова, мы, как видите, будем воспринимать по-разному. То есть какой интенсивности было нападение. Вот если мы сравним с ударом, какой силы был удар? Это был легкий удар или сильный удар? И в зависимости от этого моя сигнальная система начинает, как сигнализация в машине, она начинает кричать. Или громче, или тише. Еще один нюанс. Например, вам говорят о том, что вы некомпетентны. Пусть прямо на собрании, там, где коллеги. И вы пришли на это собрание взвинченным. Ну, допустим, был конфликт в семье или же на дороге что-то произошло. И тогда эмоциональная реакция будет больше. То есть было накопленное напряжение, и это напряжение дополнительно от этих слов становится как будто в воду, переполняющей чашу. И происходит внутри взрыв, вот эта разрядка. Но вы можете прийти на это собрание, например, не выспавшимся, потому что вы болеете. Вы плохо спали, был заложен нос, была температура, но вы по какой-то причине должны были прийти на работу. И эти слова о некомпетентности вызовут у вас совсем чуть-чуть эмоций, потому что нет сил эмоционировать. Вот поэтому иногда люди бессознательно любят ощущение уставшести, или они говорят, что я как будто умнее становлюсь, когда не высплюсь. Ну, до определенного предела. Именно потому, что нет этих затапливающих эмоций. То есть, как вы видите, я на логику вас призываю сейчас опираться. Слова могут быть одни и те же, но они вызывают у нас больше или меньше всплеск эмоций. Сейчас немного отойдем в сторону, чтобы потом опять вернуться сюда. Например, вы
ложитесь спать и вспоминаете, что не заплатили за квартиру. Такой вопрос: ты за квартиру заплатил? В этот момент идет эмоциональный всплеск, и потом вы вспоминаете: да, заплатил. И эмоциональный всплеск угасает. Или же вам кто-то предъявляет претензию: ты не заплатил за квартиру, и ты такой: заплатил или нет? Всплеск, потом: да, заплатил. И идет расслабление. То есть, видите, мы с собой что-то делаем такое, что снижает эту эмоциональную заряженность. Видите, самоуспокоение. То есть, мало того, что мы изнутри продуцируем эту боль, мы еще каким-то образом можем на нее влиять, можем ее нейтрализовать. То есть, фактически получается, как только я присваиваю себе источник этой боли внутри, я не снимаю ответственность другого человека. Он сказал, я прореагировал. Я прореагировал. Не он меня ударил, а я прореагировал. И в моих силах что-то сделать с собой такое, чтобы эта реакция уменьшилась. Вот как заплатил за квартиру. Если мы не присваиваем себе источник этой боли, то есть, как я предполагаю, это инстинкт самосохранения, который нас активизирует, который нас предупреждает, что что-то опасно, то тогда мне надо что-то делать с другим. Не с собой, а с другим. Ну, если другой источник, другой виноват, другой причина, другой ответственности, то я должна на него как-то воздействовать. Оправдываться, нападать, менять и так далее. И здесь эти все процессы происходят хаотично, потому что их не присвоила, не восприняла как свои, я ими не управляю, и я несусь на рефлекторной дуге, как вагонетка по рельсам, в реакцию какую-то. И реакцию я уже не выбираю. Я могу или ее не пускать силой воли, буду душить себя, или же она прорывает это и выплескивается. Но управлять интенсивностью, качеством я не могу. То есть, как только мы начинаем воспринимать эту боль как свою, у нас появляется, как в машине, педали. Посадили в машину, нет руля, нет педали, и она едет сама по себе, такая машина-робот. Или же машина, в которой есть педали, я могу больше нажать, меньше, повернуть руль туда-сюда. То есть, как только я воспринимаю боль своего самолюбия, как продуцируемую изнутри, я становлюсь тем человеком, который сидит за рулем этой машины. А до этого я человек, на которого эта машина несется. Итак, то есть наша реакция, есть ее интенсивность, и это зависит от нашей системы координат. Конечно, надо каждую ситуацию разбирать отдельно, но давайте поговорим, от чего зависит интенсивность. В первую очередь она зависит от идеалистического представления о себе и о мире, о том, как должно быть. То есть, если все должно быть идеально, люди должны быть идеальны, люди на меня должны реагировать идеально, то мое самолюбие будет болеть все время будет не так. То есть вот это не так, оно вызывает у меня боль. И чем нереалистичнее у человека восприятие мира, тем больше у него боли. А если больше боли, то больше и злости на себя или на другого. Также это зависит от нервной системы. У некоторых нервная система очень возбудимая от природы. То есть она реагирует более интенсивно, чем у среднестатистического человека. Поэтому количество как будто нападений и боли у него будет меньше. Ему надо быть в 2 раза умнее, чем среднестатистически, для того, чтобы мочь регулировать это. Но когда мы говорим о больном самолюбии, заметьте, все время в голове ассоциация, что кто-то на меня нападает. Я как будто жертва, и на меня нападает, меня ранит, меня режет ножом.
А я такая невинная жертва, которая вот как-то справляется с этим. Но давайте сейчас перевернем доску. Как вы думаете, а раните ли вы самолюбие мира? Когда вы думаете о мире, что с ним что-то не так. Вот вы идете по улице, люди не такие, одежда на них не такая, ведут они себя не так, реклама дурацкая, машины быстрые, шумные. То есть, видите, фактически мы все время атакуем мир и постоянно говорим, что он не такой, как надо. Не вслух, про себя. Но у нас идет постоянно это навязывание миру, представление о том, каким он должен быть. И другим людям. То есть не такая мы и жертва, мы тоже атакуем. Но из-за того, что никто не ходит и не регистрирует наши мысли, не записывает их текстом, мы как будто мы не атакуем, а вот нас, да, нас мир атакует. Итак, дамы и господа, для того, чтобы управлять интенсивностью больного самолюбия, нам необходимо научиться ловить импульс. Это как ловить солнечный свет. Импульс, он похож на свет или на ток. То есть пошел ток. Наша сигнальная система сообщает о том, что это небезопасно. Это не совпадает с моим представлением о том, как должно быть. И если я этот электрический ток не воспринимаю как свой импульс, я рефлекторна. Я уже не могу подумать, а как мне ответить этому человеку, в какой обстановке я нахожусь. Если я сейчас при коллегах начну говорить, вы тоже некомпетентны, то мне потом будет стыдно за это. То есть, видите, все эти мысли, когда я выбираю стратегию, я понимаю, почему мне этот человек говорит, как он это говорит. Они все появляются в тот момент, когда появляется осознанность и присвоение этого импульса, когда я не иду у него на поводу. Поэтому люди предпочитают переписываться. Когда в личном контакте это все тяжелее сдерживать, а здесь как будто в переписке у меня есть возможность отдалиться, подумать и потом что-то сказать. Но в жизни так не всегда бывает. Поэтому импульс мы этот можем словить только если понимаем, что он наш. А о том, как работать с этим импульсом, как уменьшать эту боль, как говорить с собой, мы поговорим уже более подробно на вебинаре «Больное самолюбие», который пройдет 20 сентября. Но в этом ролике я, надеюсь, тоже вам высветила темные углы и дала инструменты. Пишите свое мнение по поводу, что такое больное самолюбие. Попробуйте это сформулировать, но не как Википедия, а посмотреть внутрь себя и, возможно, привести какую-то ассоциацию. То есть, когда самолюбие болит, это. Или когда оно болит, я становлюсь вот таким. То есть попробуйте продуцировать оригинальные мысли, а я с вами прощаюсь. До встречи, ставьте лайки, пишите комментарии.